Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз, цыганский старинный пасьянс, события ближайших дней. Давайте узнаем, что же в ближайшем будущем произойдет. И мы не будем останавливаться подробно на планетарных транзитах. Кому интересно, я оставлю ссылки в описании под видео на свой сайт «Астрологический гороскоп». Именно астрология, транзиты, планеты. Прочитайте, подсказок будет больше. Но, должна сказать, и не загадывайте далекий срок. Я где-то вижу, ну, может быть, в среднем неделя. Иногда это 2-3 дня, часто такое бывает. У кого-то растягивается до 2 недель. Ну, а кто-то из вас пишет, что «а вообще-то у меня что-то подобное уже проигралось». Поэтому мы все разные. Я всегда призываю, будем реалистами. Итак, что же там со дня на день, что же там в ближайшие дни для вас? Каковы события? Именно события эти карты раскрывают. Маленькие карты с рандомным значением. Никогда не знаешь, что же там совпадет. Но как альтернативный вариант давайте рассмотрим. Какие-то энергии все равно передадут карты в целом для вашего знака зодиака. Смотрим. Смотрю я, смотрите и вы тоже. Не вижу я пока совпадений. Ладно, идем дальше. Знаете, когда вот так с самого начала, ну, как бы не складываются карточки, то я могу предположить, что спокойное течение жизни. Ну, по крайней мере, встрясок каких-то нам не обещают. Но это начало. Давайте посмотрим, что будет дальше. Хотя я должна сказать, смотрите, у вас выпадает якорь. Это уверенность. Это и уверенность, это и больше определенности. Смотрите еще. У вас выпадает ключ, это открытый путь. Для кого-то путешествие, дорога. Может быть и далеко куда-то, кстати, я этого не исключаю. Или просто даже поближе какие-то поездки. И здесь может быть все что угодно. Либо это ваш, возможно, отдых, или вы планировали куда-то отправиться. Может быть, это произойдет вот так вот спонтанно. Рядом у нас лебедь, мои дорогие. Это любовь. И это не про страсть, это верность, это искренность. Какие-то отношения, вот такие добрые, искренние. Ну, у кого-то это именно вопросы личной жизни. Возможно, это и родственники, ваши близкие, ваши дети. Вы вот именно с семьей, если для людей семейных, да, ну, а для тех, кто один или одна, при дороге вы можете как минимум друга какого-то встретить, да, или, может быть, это даже с каким-то другом отправиться, да, с кем у вас хорошие доверительные отношения, или подружиться, совершенно новое лицо, хотя нам нового лица тут пока не сказали. Ведь и правда спокойное течение жизни. Больше такие 3 значения умиротворенное. А и правда, не загоняйте себя куда-то. Отдохните. И планетарно ведь соответствует вот этим картам период. Я делаю расклад, но это у нас начало августа, сегодня 4 августа. И вполне вероятно, ну, до 10 числа это еще некоторая пауза. И тут сколько ты не торопись, ретроградный Меркурий нам не дает прыгнуть как бы в будущее. Нет, тут скорее будут те вопросы, дела на повестке этих дней ближайших, которые вы уже себе где-то планировали или которые вам знакомы. Ну и если мы даже говорим о контактах, то я вижу тут те люди, для большинства, по крайней мере, опять же, которых вы уже знаете. И в нашем пасьянсе мы можем сложить по вертикали и по горизонтали крайние ряды. Вот я смотрю, что у вас еще может быть. Смотрите, так вот отдаленно, да, в будущем выпадает книга. Это согласование. Поэтому это какие-то инстанции, чиновники. Может быть, одновременные люди, которые наделенные властью. Возможно, вам придется отправляться по инстанциям. Ну, у кого-то вопрос документов, у кого-то согласование, у кого что, одним словом. Но как будто без официальных моментов вы не обойдетесь. Итак, что еще у вас совпало?
Но я должна сказать, да, немного значений, но они такие весомые. Якорь и в то же время открытый путь. Может быть, вы что-то на будущее и будете уже планировать. Но это, знаете, в неспешном ритме раз, и это скорее то, чем вам нравится заниматься. И пусть так будет, мои дорогие, спокойное течение жизни и при уверенности, при спокойствии, при тех, которым вы доверяете, ну, которые вам доверяют люди, при близких. Это некоторая уверенность на самом деле, потому что у нас как есть возможность привести не только мысли в порядок, может быть, и тело буквально дать себе отдых и не гнать куда-то на перегонки. Пока я с вами говорила, смотрю, что у вас еще совпало, действительно, больше не увидела. Ладно, пойдем с вами дальше. И давайте на картах Таро дополним наш прогноз по сеансу. Ваше настроение, мои дорогие. Ваше настроение вот в связи с этими событиями. Что будет чувствовать себя лев или как будет чувствовать? Вот с тем, что нам совпало. Но будущее все-таки. Не случайно открытый путь. Тут какие-то вопросы работы. Все-таки жезлы – это дела работы бизнеса. Что-то будете планировать на будущее. И знаете, вам будет приятно, вам будет нравиться этим заниматься, потому что по тройке жезлов это конкретика. И этот человек на карте даже изображенный, он останавливается для того, чтобы проверить, все ли он взял с собой в будущее. Может быть, некоторые вопросы вы будете подытоживать. Но, опять же, не гоните вы лошадей, это факт. Ваше настроение, уверенное настроение, по тройке жезлов мы уже уверены, мы знаем, зачем мы принимаем какие-то решения, мы понимаем, зачем нам это нужно или куда мы хотим устремиться вперед, да, какие планы строим. Они все равно на каком-то базисе. И где-то король Пентаклей будет говорить о том, что настроение уверенности. Да, это великий консерватор, но, может быть, в этот период жизни, в ближайшие дни, для вас одновременно могут быть вопросы, которые связаны с деньгами или получением денег, но еще, скорее всего, и какое-то планирование. А вообще все под контролем. У короля Пентаклей такое уверенно надежное настроение. Тема денег, безусловно, вас в первую очередь будет интересовать. По восьмерке Пентаклей, даже находясь в отпуске, вы не будете избавлены от вопросов работы. Почему? Потому что, опять же, на будущее будете планировать, как построить карьеру или как развернется та или иная ситуация на работе, как это проиграется в отношении вас. То есть, если есть, правда, для тех, кто работает. Может быть, и были некоторые нюансы по работе, которые заставляют вас что-то обдумывать. Заставляют обдумывать, какой эквивалент в плане материальных вознаграждений вы получите, какие перед вами перспективы открываются. Вот тут больше на перспективу, позитивные мысли. И причем, мои дорогие львы, при вот этой должной уверенности вполне конкретная уверенность. И планы на будущее не эфемерные, а что-то вы тут просчитываете. Восьмерка Пентаклей, тем не менее, карта, которая, если мы про настроение, даже находясь дома, вы дома можете что-то улучшать, потому что по этой карте иногда проходит рутина. Ну, может быть, и накопилось много вопросов, которые все время оставляли на потом из-за занятости, из-за усталости. Разгребетесь, значит, да, вот так и хочется мне сказать. Ладно, в каких сферах жизни, мои дорогие львы, вы будете принимать важные решения? Чего это будет касаться? Все-таки вам тут выпало значение книга, организации, учреждения. Кстати, иногда учреждение образования. Кто-то заинтересуется изучением чего-то нового, курсы или онлайн-образование, как будто вам это необходимо. Кто-то и планировать будет поездку или дополнительный заработок. Такое тоже могу допустить. Итак, в каких сферах жизни вы будете принимать важные решения? Ух ты. Аркан императрицы. Вы знаете, вот все то, что я говорила, карта подтверждает. Вот у вас такой период жизни, ближайшие дни. Безусловно, у кого-то аркан императрицы, мои дорогие девочки, если это целесообразно по возрасту, по вашим планам. Я жду ребенка. Но для вас, мои дорогие мужчины, какая-то важная женщина в вашей жизни может быть. Но и для каждого из вас все-таки эта карта статусная, да? Мы не рассматриваем по полу. Но императрица, она
очень дипломатична, она лояльна. И вот эта лояльность, она не потому, что, ну да, она ценит, когда в целом царит гармония вокруг нее, когда благополучие, ведь эта карта в целом благополучие в квадрате. Но это еще и может быть, когда себе не навредить и лучше договориться. Или лучше быть дипломатом, чем настаивать на своем. Вот такие энергии нам тоже передает карта. Но мы спросили, в каких сферах жизни. Здесь увязка идет всех сфер жизни. Это и финансовый достаток. И понятно, откуда к нам приходят деньги. Мы только что об этом говорили. Это искреннее доверительное отношение, любовь и личная жизнь. Все же это старший аркан. Это и планы на будущее. Не без этого императрица плодовита не только в буквальном смысле, а именно на планы. План минимум, план максимум, что-то подобное вы будете составлять. И вы знаете, перед вами ведь какие-то перспективы могут открываться. Причем, может быть, совершенно неожиданно. И я больше вижу вот сочетание двух карт, тройки жезлов и императрица. Это вы что-то, мои дорогие львы, начнете планировать на будущее. Знаете, ведь эта карта еще говорит, когда мы берем ответственность сами за себя. Ну, с этим у льва проблем нет, но, тем не менее, эта карта – это надеяться на самого себя. И, может быть, какие-то планы, я именно в контексте планов, когда вы кого-то ждали, или было что-то обещано, или были уже даже договоренности, но, может быть, и договоренности поначалу выглядели как что-то реальное и были конкретными. Но я допускаю, жизнь у нас не бывает полностью предсказуема, особенно теперь мы живем в эпоху перемен. И, может быть, у второй стороны за это время что-то там изменилось, и поэтому и вы как-то более реально, отчетливо видите ваши возможности. Вам, вы знаете, может надоесть что-то ждать. Вот я вижу так. И вы начнете детально, так скрупулезно просчитывать, окей, сколько же мне тогда ждать? Дай-ка я это переложу, могу ли я сейчас что-то сделать? Или если я пойду другим путем, как будто, может быть, с другого, ну, вот как с другой двери войду, с другого конца начну какое-то дело. Или с какой-то другой концепцией. И вы что-то тут очень красиво передумаете. Когда у вас получится соединить и денежную траекторию, и вашу работу, и личную жизнь, вопросы дома или вопросы переезда. Но карта говорит, какие сферы для вас важно все. Как императрица для себя важна. Ну давайте все-таки, какие еще сферы жизни? Личная жизнь, безусловно. И я говорила, ведь эта карта в некоторых колодах, это как карта удовольствия, мои дорогие, приятного общения. Поэтому какое-то общение будет приятно, это факт. Что-то вас порадует. Но это все те люди, которых мы знали. Мы смотрим на недалекий период времени, поэтому для вас очень добрые, позитивные энергии, любовь, личная жизнь, в целом благополучие и какие-то ваши важные решения. Что это еще может быть? Ну, любовь, мои дорогие, хотя аркан старший, влюбленная. Конечно, для кого-то это будет означать выбор. Причем такой выбор достаточно серьезный. По всем сферам жизни это где-то. Вам нужно соединить. И вот смотрите, мои дорогие львы. Ведь эта карта нам говорит, сепарация, разделение – это только иллюзия. Тебе тут надо не выбирать, а тебе тут надо соединить что-то. Поэтому кто-то будет как единство и борьба противоположностей. Да, такой философский вопрос решать, почему нет. И вам действительно нужно не вердикты выносить, а понимаете, что в наше неспокойное время, вот чего бы тут ни касалось, может быть, это продолжение работы, но в каком-то новом ключе вы приходите к выводу нет. Тут даже если вы хотели что-то менять, понимаете, нет. Тут еще карта не проиграна на этом месте работы, я еще тут что-то могу изменить. Вот вы именно с позиции, что я могу тут переделать, изменить или как от чего-то оттолкнуться. И это вам все помогает. Но я больше вижу, безусловно, личная жизнь, вопросы дома. Хотя даже если это вопросы работы, у вас тут что-то, так и хочется сказать, намечается, наклевывается, что-то интересное. Не упустите, мои дорогие львы, потому что тут это может быть красивый узор какой-то, когда вот эти все сферы жизни вы и сможете сложить воедино в единый пазл. Ладно, поездки, возможности перемещения, тем более у вас ключ выпал, с чем это может быть связано.
Ну, смотрите, вы тут будете и планы новые строить по пажу мечей. Да, это мы уже, знаете, как видим отчетливо какую-то правду, истину, что происходит. И эта карта еще и изучение, и какой-то вести, новости. Может быть, в связи с какой-то новостью вы понимаете, что нет, мне нужно переиграть что-то на запасной аэродром. Именно на запасной. Потому что в ближайшие, по крайней мере, дни нам карты сказали, вы не стартуете с низкого старта и никуда не спешите. Но по этой карте, тем не менее, это новое направление. Это новое обучение. Это вести. Или какие-то сообщения, новости, может быть, в средствах массовой информации. Что-то на глобальном уровне. У кого-то глобальный уровень влияет на ваш бизнес, работу. И вам тоже тут запасной аэродром. Нужно что-то для себя, как соломки, подстелить. И если как-то обстоятельства резко меняются, или вообще тут что-то меняется, или на работе что-то меняется, тут, вы знаете, какая-то ваша стратегия и тактика точно будет претерпевать изменения, или, может быть, как раз для этого вам и совершенно необходимо сделать эту перезагрузку, и вы куда-то отправитесь. Вы можете, если мы поездка или путешествие. Вы слышите какую-то новость, и вы куда-то поехали. Ну вот буквально так, детально. Или когда вы сами принимаете решение, а дай-ка я поеду. Оставлю вот это все рутинное, непонятное, которое век не разберешь, или потом как-то я уже с этим разберусь, но сейчас время тому, что я сделаю для себя что-то очень интересно, добро, хорошее. И тоже это с этим будет связана поездка, я это допускаю. И вы знаете, тут обязательно нужно куда-то вам съездить, так и хочется сказать, словно по судьбе, верховный жрец. Для кого-то в связи с поездкой, когда вы отправляетесь куда-то, слышите новость в поездке, или вы сталкиваетесь с конкретным человеком в поездке, какой-то важный, может быть, разговор состоится. Даже у людей семейных сели вместе, куда-то поехали. Знаю, и может быть для кого-то это срабатывает. Когда мы вместе куда-то едем, мы немножко отвлекаемся от нашей семейной рутины, рабочей рутины, еще какой-то рутины. Это не обязательно к семейным, это для тех, кто в паре. И иногда такие вещи мы говорим, когда стоит задуматься или что-то не упустить. Словно, может быть, записать свой личный дневник, чтобы, ну, как бы мысль пришла не случайно, или услышали мы что-то тоже. Вот нам для чего-то это нужно, потому что верховный жрец иногда это все-таки карта судьбоносного значения. Но это еще и одновременно, когда мы учимся или готовы учиться, или сами выступаете в роли учителя. Но какая-то судьбоносность в поездках, она присутствует. Или открытый путь. Может быть, даже это не поездки, мои дорогие львы, а у кого-то как новый путь вы выбираете с учетом аркана императрицы. Это тоже такое может проиграться, словно по судьбе. У кого-то будут вот эти высокие инстанции, и вы связаны поездками, что нужно быстро как-то собраться, может быть, и документ кто-то получает, и вам нужно либо откликнуться, либо в какую-то инстанцию прибыть к назначенному сроку, либо получить, опять же, какой-то документ, чтобы все сложилось как-то гладко. По аркану Иерофант это не есть какая-то спешка, но необходимость точно есть. Поэтому перемещения или инстанции, чиновники, люди, наделенные властью, это присутствует. А для кого-то это может быть, как и почему нет, может быть и свадебное путешествие. Или, как знаете, вы вдвоем куда-то отправляетесь, может быть, вы знаете друг друга не очень хорошо, не очень давно, но именно в поездке вы перед друг другом как раскрываетесь, какие-то важные разговоры. Ведь иногда это венчание даже проходит по этой карте, ну или, опять же, какие-то важные согласования. И, может быть, и по части личной жизни. Да, вот смотрите, вопросы личной жизни, любви. Или у кого-то это может быть связано с спонтанная поездка. Отправляйтесь. И будьте внимательны в этой поездке. И даже особенно, я бы сказала, если вы один или одна. Если душа, мои дорогие, вам просит не оставаться в прежнем месте, где вы сейчас именно, то вот это перемещение может быть для вас каким-то судьбоносным. Может быть, вы просто встретите какого-то друга доброго или подругу. Но имеет смысл, это точно. Больше радости, ведь это карта любви.
любящих людей. Опять же, искренности и верности. Вот как будто повторяет нам именно на перемещение. И здесь у нас лебедь и ключ. Ладно, продолжение следует. Вот давайте узнаем. Тому, что вы начнете или будете осуществлять, вы итоги подводите. У вас вот в таком спокойном ритме, ведь это карта трансформации, я надеюсь, все правильно понимают. 13-й старший аркан говорит о том, что что-то не может быть продолжено. И вполне вероятно, в связи с этим вот этот запасной аэродром вы будете просчитывать. И значит, перезагрузка – это не есть как что-то глобальное, но может быть. Смена руководства на работе, вот даже так банально, да, и да, будете сидеть, обдумывать, ну и как мне с этим новым лицом договориться, с этой персоной. И это тоже будет занимать какое-то определенное время, ваши мысли. И трансформация тоже, это как и ваша где-то личностная, потому что на работе мы большую часть времени проводим. Или пусть это будет касаться каких-то важных тем, или, мы говорили по пажу мечей, новостей, когда вы тоже понимаете, как какой-то путь как завершается, или какая-то история тоже подходит к финалу, или мы говорим перевод отношений на новый уровень. Вы знаете, тут ведь может произойти такая метаморфоза, что кто-то может и помириться, несмотря на то, что 13-й старший аркан. Да, это окончание каких-то прежних расприй. Почему нет? И возрождение, ведь эта карта тоже, именно перерождение даже больше, несет в себе смысл, поэтому вы тут что-то можете глобально передумать. И я бы сказала, это очень правильно. Не случайно у вас выпали 2 пентаклевые карты, и в самом начале карта будущее. Вы сами, мои дорогие львы, чего-то, как и не хотите продолжать, но также и видите, может быть, свои ошибки, потому что мы отказываемся и от того, может быть, куда мы намеревались идти прежде, или что мы намеревались сделать, а тут мы видим безосновательность или то, что обстановка поменялась. Ну вот уже какие-то изменения произошли, и продолжать это никакого нет смысла. Поэтому сначала нам карта говорит, что мы наводим порядок, и уже как сами себе говорим, куда мы точно не пойдем, и точно говорим, куда мы пойдем. Вот все то, что я сказала по части личной жизни, карта подтверждает. Вопросы дома, вопросы семьи, вопросы пары. Понятно, это карта приятных эмоций, радости по максимуму, 10 кубков. Правда, если перемещение, то приятное, нам об этом уже сказали. Если согласование, то тоже в каком-то добром ключе. Если даже в отношениях были, ну, какие-то шероховатости, да, но тем не менее вы вместе, ваш союз продолжается, то здесь найти взаимопонимание, причем, знаете, в такой высшей октаве карта говорит, в целом добрые энергии будут продолжены. Ну а то, что не имеет смысла продолжать, нет интереса, главное, по 13-му аркану у нас нет интереса. Вот, видимо, это вы будете подводить к нулю, или, может быть, даже сами с чем-то, как прощаться, причем проститься вам с этим прошлым будет очень легко. Может быть, с тем, что вас долгое время держало в каких-то рамках, в заперти, вы чувствовали себя заложником какой-то ситуации. Вот это отступает. Ну и пусть уходит. Он так и хочется сказать. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы. Я благодарна, что вы смотрите мои видео, за ваши волшебные искренние комментарии. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.